Моя прелесть, Лаура, Стефан, моя прелесть, моя прелесть, моя прелесть. Здесь лайф, девятка, Лоуренс. Магазин холодов Александр Ховрина. У вас есть наличие HDS Life? Да, Лоренс. Давайте так, мы Дядь вернемся к этому вопросу в понедельник и еще раз все обсудим. Хорошо. До свидания. Лен, кто приходил? Пришло ко мне моя сущность, моя любовь, моя прелесть. Привет, друзья! Так уж сложилось, что сейчас у меня в наличии сразу два Лоуренса. HDS Life 9 и Lowrance Elite FS тоже 9. За окнами зима, мороз, метель, реки скованы льдом. Проверить эхолоты на воде у меня нет никакой возможности. Поэтому придется изучать их в домашних условиях. На ваших глазах я буду рассуждать и выбирать себе эхолот из этих вот двух представителей. Ну а вы в ходе моих рассуждений, возможно, сделаете для себя какие-то соответствующие выводы. Ну и давайте приступим. Оба эхолота на самом деле являются целым комбайном устройств и функционалов, размещенных в одной вот такой маленькой коробочке. А это эхолокация, рыбопоисковая система, навигация и картография с возможностью записи карт глубин, 3D-сканирование, система контроля учетов и показаний приборов, управление моторными системами, автопилотирование, GPS-якорь, мультимедийная система, широкий сетевой функционал, в том числе беспроводной, объединение устройств группы, радарный комплекс, система видеонаблюдения, даже аппарат УЗИ. В общем, полный фарш. Конечно, для использования некоторых функций потребуется докупка дополнительного оборудования. Однако, большая часть из перечисленного уже предустановлена из коробки. Итак, поехали. Сначала давайте взглянем на это все с другой стороны. Так, на задней крышке мы наблюдаем, дополнительный разъем для подключения второго датчика эхолота. Интересно. Насколько я понимаю, это для того, чтобы можно было одновременно задействовать два датчика разной технологии, превращая эхолот в некий двухканальный прибор. Наблюдаем разъем сети NMEA 2000, позволяющий подключение различных дополнительных приборов, компас, радар, мотор, ну и так далее. И два разъема Ethernet, необходимых для синхронизации данных блоков коммутации структурного сканера Lowrance 3D, а также подключение Sonar Hub, ну и так далее. Или датчик Active Target, а также для обмена данных и синхронизации нескольких головных устройств. Например, если у вас достаточно крупное судно, то вы можете разместить головные устройства в различных частях лодки. Одно, например, на консоли рулевого управления, а второй эхолот, ну, скажем, на рыболовной площадке. В комплекте HDS Life у нас идет вот такой вот шнурок питания. Почему-то с двумя хвостиками. Так, с одним хвостиком все понятно. Это у нас питание. А вот второй хвостик. Проводочки. Так, что-то...
Походу это выводы сети NMIA 0183. Еще один стандарт сети для подключения всяких различных приблуд и ништяков. Для владельцев крупных лодок, с консольным управлением на худой конец, это, конечно же, плюс. А вот мне, обладателю лодки ПВХ, это лишний болтающийся хвостик, который еще надо как-то там сильно заизолировать, чтобы не привести к гибели устройства. А если дополнительно покупать такой вот кабель отдельно, то я не могу сказать, что это уж так доступно. Кстати, нужно упомянуть о том, что HDS Live размерами 12 и 16 дюймов имеет также разъемы HDMI для подключения телекамеры. Например, камеры ночного видения. Или выводы на экран мультимедийных устройств. Игровой приставки, телевизионного тюнера, компьютера, DVD-плеера, да все что угодно. Почему бы и нет? Путешествуя в кабиннике, скажем, несколько дней, например, в дождливый вечерок, перед сном можно поиграть и в свою любимую игрушку. Или посмотреть фильм. И чтобы не занимать место в лодке лишними экранами, вполне себе подойдет дисплей Holotus 16 дюймов. Как мне кажется. Теперь Elite FS. Разъем подключения датчика, сети NMIA 2000, разъем Ethernet и, соответственно, питание. Ничего лишнего, все просто и понятно. Так, теперь разъем подключения питания. Аскетичный хвостик, плюс-минус, земля, все просто и понятно. Кстати, насколько мне известно, схемы Lowrance защищены от перепулесовки. То есть, если вы по каким-то причинам, голову напекло, перепутали полярность подключения аккумуляторной батареи, то ничего не произойдет. И холод просто не запустится. В отличие от того же Raymarine, в комплекте к Lowrance уже идет колодка и флажковый предохранитель на 3 ампера. И вам не придется их искать в автомагазинах. Аппараты очень схожи по размеру и дизайну. Так, защитная крышка традиционно трудно снимается, но будем надеяться, что в будущем Lowrance как-то усовершенствует их конструкцию. А пока вот как-то так. Так, запускаем. И запускаем. Как у одного, так и у второго установлены матрицы Solar Max, что в дословном переводе означает «максимальное солнце». В сравнении с предыдущими моделями, Lowrance увеличил яркость своих матриц до 1200 ниц. Также убрали антибликовое покрытие. Странное решение, видимо, они рассчитывают на повышенную яркость. У Elite FS, как у 7-дюймового, так и у 9, разрешение экрана 800 на 480 точек. В то время как у HDS Live с 7-дюймовой матрицей разрешение 1024 на 600. У 9-дюймового, например, у этого, разрешение уже составляет 1280 на 720. На 12-дюймовой, разрешение будет 1280 на 800. На 16-дюймовой матрице разрешение уже вообще Full HD, то есть 1920 на 1080 точек. Из массы обзоров опытных рыболовов я сделал для себя вывод о том, что чем выше разрешение, тем детальнее можно разглядеть рыбу, например, в боковом и нижнем сканировании. Оба девайса имеют мультитач, что добавляет устройству при настройке и эксплуатации массу удобств, чего мне так не хватало на Raymarine элементе. Кстати, в предыдущих моделях Lowrance чуть утапливал матрицы на своих эхолотах, и в углублениях скапливалось капельки воды. А теперь передняя панель полностью плоская и ничего не мешает стеканию воды. Я думаю, это в общем-то плюс. Дисплеи обоих моделей защищены ударопрочным стеклом. Ранее производитель использовал пластик. Давайте сейчас проверим их на ударопрочность. Берем молоток и... Не дам, ты что творишь? HDS Live снабжен полноценным клавиатурным управлением,
что крайне полезно на случай выхода из строя тачскрина. Ну, скажем, в разгар сезона или, не дай бог, на открытой воде далеко от берега. Также клавиатурное управление позволяет беспроблемную эксплуатацию в теплых перчатках при минусовых температурах, выручает в дождь, когда на экран заливается вода, или во время плотного тумана при оседании влаги на дисплей, ну и так далее. Обратите внимание, кнопки имеют такую красивую подсветочку, что очень полезно в темное время суток. В моделях с диагональю побольше имеются также и дополнительные программируемые кнопки. Теперь FS. Полноценное клавишное управление отсутствует, хотя имеется дополнительная клавиша с двумя режимами быстрого доступа, которую легко запрограммировать под свои задачи. Остальное кнопочное управление достаточно ограничено. Вам придется с собой возить тряпочку и постоянно протирать экран от отпечатков пальцев, которые мешают обзору в яркий солнечный день, а также смахивать капельки воды от брызг, дождя или тумана. Впрочем, владельцы Lowrance FS все как один утверждают, что это не проблема и их это сильно не напрягает, что в общем-то вполне возможно. Тут все покажет практика и конкретная эксплуатация на воде, о чем я расскажу вам в будущем. Кстати, в FS кнопочки тоже с подсветочкой. Друзья, расскажите, пожалуйста, в комментариях, почему, на ваш взгляд, Lowrance сэкономили на паре кнопок, буквально на паре кнопок, в Elite FS. Я лично этого не очень понимаю. Далее, из очевидных различий наблюдаем, что у HDS Live вот под клавишами управления имеется такой вот лючочек. И в нем расположено два гнезда для карточек microSD, которые имеют, пружинный механизм удержания, что, собственно, не так уж и хорошо, но не будем придираться. Зато теперь можно не только увеличить совокупный объем носителей до 64 гигабайт, но и появляется возможность использования сразу двух карт от различных производителей. Конечно же, чуть позже мы с вами проверим и посмотрим, как это работает. Так, закрывается и открывается лючок как-то подозрительно легко, удерживается магнитиком. Ну, не знаю. Надеюсь, такого прижатия будет вполне себе достаточно, чтобы обеспечить герметичность отсека. А Elite FS поддерживает подключение одной карты microSD. Слот расположен вот тут вот под логотипом. Также имеет пружинный механизм удержания, но, видимо, производитель не предполагает, что пользователи FS будут часто менять или изымать карточку, так как установки резинка в свое рабочее положение несколько затруднительно. Но в целом, по утверждениям владельцев FS, со своей задачей данная резинка справляется нормально. Максимальный размер карт памяти, используемый в обоих аппаратах, до 32 гигабайт. И, насколько мне известно, использовать лучше карточки UV не ниже 10 класса. Продолжаем. В данном случае мы имеем комплекты с датчиком 3 в 1. Вот такой вот достаточно крупный, пожалуй, один из самых крупных на рынке датчиков. Для новичков, которые выбирают свой первый холод, и для тех, кто на бронепоезде, я поясню. Это означает, что 3 технологических разных сенсора объединены в одном датчике. Это Chirp, DownScan и StructureScan. Chirp, а по-русски LCM, линейно-частотная модуляция. Это способ эхолокации, когда в качестве зондирующего импульса применяется комбинация сжатых высокоинтенсивных сигналов излучателя на нескольких частотах одновременно. Получаемые данные после обработки наиболее точные и содержат максимальное количество подробностей. И на сегодняшний день это самая доступная технология для рыболовов. DownScan, так называемое нижнее сканирование,
У разных производителей имеется свое особое название. Например, у Garmin это Clearview, у Humminbird Down Image, у Lowrance, соответственно, DownScan. Но принцип от названия не меняется, у всех он одинаковый. Датчик излучает импульс в очень узком продольном и поперечном направлении, отчего объем просвечиваемой воды значительно меньше. К сожалению, при ловле с якоря DownScan абсолютно бесполезен. Другое дело при ловле в движении, где DownScan прекрасен. Например, при троллинге. DownScan обеспечивает почти фотографическое изображение структуры дна под лодкой. Но рыбки показаны маленькими точками. И тут вступает в игру технология Fish Reveal. Посмотрите, как обнаруживается и подсвечивается для рыболова рыба. Нужно отметить, что в режиме DownScan разницу между этими моделями эхолотов вы не почувствуете. И, наконец, боковое сканирование. На самом деле боковое сканирование — это не два боковых луча, как многие считают, а сразу три. Два сканируют дно по бокам, откуда и название, а третье — датчик нижнего сканирования. Принцип действия каждого луча, в общем, такой же, как у DownScan. И, соответственно, как вы уже догадались, при ловле на якоре боковое сканирование также бесполезно, то есть только на ходу. Эта относительно молодая технология буквально взорвала мозг всех рыболовов. Кто-то видит рыбу, кто-то не видит. Я лично, как скептик и реалист, в настоящий момент стараюсь не вестись на рекламу и маркетинговые всякие там фишки. Все покажет практика, опыты и эксперименты на воде. Но одно могу сказать точно. Это наилучшая из относительно доступных технологий, позволяющая достаточно быстро найти перспективную точку лова на водоеме. Ну а если она еще и рыбу видит, как заявляет производитель, тогда, мое почтение. На различных форумах постоянно разворачиваются жаркие баталии, у кого больше датчик. У какого производителя боковое сканирование круче, о применяемых частотах, и прочей фигне. Я так скажу, в прошлом сезоне я использовал Raymarine элемент. Вот у него частота бокового сканирования аж 1200. Вот только оказалось, что боковое сканирование на высоких частотах абсолютно бесполезно в разгар лета, на реке с сильным течением, которое постоянно поднимает со дна и вымывает с берегов ил, глину и прочую взвесь. Когда вода цветет и максимально загрязнена. В общем так. Высокочастотные датчики очень чувствительны к прозрачности воды. Более того, высокие частоты сильно снижают дистанцию бокового обзора. Возможно, где-то в море, в чистой воде. Хотя, с другой стороны, работа на высоких частотах прилично так снижает глубину просмотра. В общем, мне непонятно, к чему эта погоня за повышением частот датчиков. И, кстати, у Raymarine имеется возможность вывести на экран сразу два независимых боковых сканера на разных частотах одновременно. Сначала я даже огорчился тому, что Lowrance так не может. А потом протрезвел и понял. Вот что за технодрочерство! Погоня за циферками. На самом деле никто никогда ни при каких обстоятельствах не использует боковое сканирование сразу на двух частотах одновременно. В этом просто нет никакого смысла. Поэтому в ролике про сравнение элемента с Elite FS я даже не стал упоминать об этом. А то меня и так упрекают, считая, что я Raymarine уж очень как-то сильно расхваливал. А я беспристрастен. Я как судья Дред. Похож, да? Кстати, оба аппарата, помимо прочего, поддерживают также и специализированные глубоководные морские датчики мощностью до 1 киловатта. Кошмар какой-то. Вау! Но не забывайте о том, что у всего есть и обратная сторона медали. За все, как говорится, нужно платить. Lowrance крайне хорош, но чтобы обеспечить такую прекрасную работу систем, данные аппараты весьма прожорливы и потребляют от 2 до 3 ампер-час. А значит, необходимо серьезно отнестись к выбору батареи. Как к Лайву, так и к Элиту можно также подключить модуль StructureScan 3D для получения детализированного изображения 3D поверхности дна водоема. Но не только.
В некоторых случаях, как правило на серьезном судне, когда невозможно разместить датчик так, чтобы избежать тени от мотора, винта или рулевого управления, тогда ставят по бокам сразу два датчика. В качестве второго датчика прекрасно подходит 3D-датчик. Кстати, спортсмены используют 3D-сканер не только для того, чтобы получить объемную структуру дна водоема, но и для увеличения общей производительности системы. Вот в этой коробочке из комплекта 3D-структур сканера, в народе его называют 3D-блоком, размещен целый компьютер. При подключении он начинает совместно с эхолотом обрабатывать данные. Также к этим эхолотам возможно подключить системы Active Target для наблюдения за происходящим в толще воды в режиме реального времени. Собственно, как на экране УЗИ. Но так как 3D и Active Target это все-таки дорогостоящие игрушки, ну и чтобы не затягивать выпуск до бесконечности, оставим эту тему на потом, для отдельного ролика о концепции современной рыбалки. Договорились? Кстати, вот сейчас на холостом ходу в демо-режиме HDS Live заметно так ощутимо нагрелся сильнее, чем Elite FS. Возможно, у него процессор работает на более высоких частотах, чем у младшего собрата. Хотя и у одного, и у второго двухъядерный процессор. Кстати, в моделях с дисплеем 12 и 16 дюймов установлен уже более серьезный четырехъядерный процессор. Далее. Настройки устройств фактически идентичны. Экранный интерфейс один и тот же у обоих аппаратов. Ну и набор функционала тоже. Еще один факт. Странность заключается в том, что у данных моделей очень мало возможностей для использования мультитача. Ну, разве что в окне навигации, где мультитач использован и задействован по полной. А вот, например, при любом сканировании я обнаружил, что не могу даже раздвинуть и как-то увеличить картинку пальцами. Приходится использовать экранную или клавишные вот эти вот плюс-минус. Друзья, я не смог найти в интернете, где можно было бы скачать ихограммы с этих вот устройств, чтобы более наглядно продемонстрировать вам разницу или схожесть их показаний. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, где их можно найти. Ну или поделитесь своими. А вот знаете что? Давайте проведем еще и конкурс на лучший скрин с экрана эхолота, а призом будет карта Navionics, любезно предоставлена для нашего конкурса магазином эхолотов Александра Ховрина. Для участия в конкурсе вам необходимо прислать до 1 апреля 2023 года свои скрины с подробным описанием на указанный в комментариях, а также вот сейчас вы увидите на экране электронный адрес. Обязательно указывайте свои данные, также адрес, куда высылать вам карту, ну в случае, если вы выиграете. Желательно номер телефона, ну и так далее. В теме письма непременно нужно указать конкурс скринов. Присылайте только оригинальные файлы. Никакие фотошопы не прокатят. Я сам лично проверю, и в апреле по итогам конкурса выйдет отдельный маленький выпуск. Мы посмотрим присланные нам скрины и объявим победителя. Оба эхолота являются карт-плоттерами. В целом тут разницы между аппаратами никакой вы не заметите. За исключением того, что в HDS Live имеется возможность использования сразу двух карт глубин от разных поставщиков. Лично мне это дает возможность плавно перейти с карты Navionics на карты SIMAP. Дело в том, что в прошлом году я рыбачил с эхолотом Raymarine Element. Записывал карты глубин, где ловил сама, окушков, троллил щуку, судака. Но в этом году я бы хотел использовать карты глубин от SIMAP. Почему? А давайте так. Если этот выпуск наберет 500 лайков, то я запилю для вас отдельный ролик, в котором расскажу подробно о картах от различных производителей. Как их настраивать, оформлять, ну и все остальное. Договорились? Поехали дальше. Кроме записи карт глубин, у этих эхолотов имеется также и навигационная система.
Хотя на момент записи этого ролика навигационная система Лоренса, скажем, уступает Гармину. Все же замечено, что с выходом каждого последующего обновления навигационная система постоянно улучшается. Хочу обратить ваше внимание на то, что обе модели имеют вот такой вот выступ на корпусе, в котором размещается GPS-антенна. В народе его прозвали плавник. У предыдущих моделей такого плавника не было. Когда я готовил материал по сравнению Raymarine Element с Lowrance Elite FS, чтобы поймать спутники в помещении, мне пришлось настраивать приборы на подоконниках. И тут я обнаружил, что Lowrance FS спутников видят на 2-3 больше, чем Raymarine. Ну, вообще-то это круто, хотя на открытой воде маловероятен плохой прием GPS-сигнала. Если кто-то из вас сталкивался с плохим приемом на воде, напишите мне, пожалуйста, где, при каких обстоятельствах, вот что это было. Но мне очень понравился плавник совершенно в другом качестве. Это очень удобная ручка, позволяющая крепче и удобнее держать эхолот в руке. И на самом деле это далеко не маловажно. Когда у вас скользкие руки в рыбе, тине и прочей фигне, уронить эхолот на камни, ну, такое себе удовольствие. Продолжим. Также возможно подключение автопилота. Трудно сказать, насколько это уместно, скажем, на реке при крейсерской скорости, а вот на море или в большом водохранилище уже другое дело. Ну, или в режиме троллинга на электромоторе. Отдельно хочется сказать о GPS-якоре. Для спортсменов в разгар турнира, когда каждая секунда на счету, GPS-якорь – вещь очень необходимая. Нашел точку, тапнул по экрану, на котором и увидел перспективную коряшку или даже рыбу. И пока достаешь спиннинг, готовишься, лодка сама на автопилоте дойдет до точки, а для нас, для любителей, дорогостоящая система, в общем-то, не представляет особого интереса, так как в подавляющем большинстве случаев мы прекрасно справляемся и обычным якорем. Ну а если уж так приспичило, ну вот так вот хочется, можно прикупить и обычный GPS-якорь, автономный, работающий от пультика, он и куда дешевле. А теперь давайте попробуем подключить оба аппарата в сеть. Появился выбор, от какого устройства получать и обрабатывать данные. Эх, жаль, что это не работает в режиме симуляции. Также появился выбор карт, которые могут быть размещены на любом устройстве. К сожалению, отсутствует режим отражения экрана и управления другим устройством. Ну что же, давайте подведем итог. Без сомнения, Elite Fishing System, он же FS9, отличный аппарат. И я искренне удивлен, что его функционал по сути на уровне флагмана. И понятно, почему он стал таким вот народным любимчиком. По цене ВАЗа не каждый день купишь новенький Mercedes. Если у вас ограниченный бюджет, не отказывайте себе в удовольствии уже в этом сезоне. Не нужно отдавать за эхолот последнюю рубашку и продавать душу дьяволу. Учитывайте, что нужно будет прикупить еще и батареи, цена на которые в настоящий момент в силу политическо-экономических ситуаций ощутимо так кусается. А вот, скажем, вот такие вот батареечки уже не потянут. Знаете, они слишком быстро разряжаются. Честно говоря, я даже сейчас никак не могу решиться, какой же себе из них оставить, кому отдать свое предпочтение. FS Elite так манит своим ценником. Но у HDS Live разрешение экрана покруче. А это значит, что запись с экрана для подписчиков будет значительно качественнее. Я же не могу вас подвести. Также наличие полноценного кнопочного управления лично для меня это совсем немаловажно. А еще тут есть возможность подключения сразу двух датчиков. Если будет такая возможность, то мы с вами обязательно поэкспериментируем и поиграемся с разными датчиками и их настройками непосредственно на воде. Я, наверное, еще раз подумаю, а вы мне, пожалуйста, напишите в комментарии, какой эхолот, по вашему мнению, нужно мне оставить. И на этом, пожалуй, все. Подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова
плохому не научат. Пока. Ну что, может быть, проверим? Все-таки жахнем разочек молотком. Даже не думай. Да я уверен, она выдержит. Ты Да чё? нет, жалко. Жаба. Выключай запись.